Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я к вам с такой ошеломительной красотой. Джемпер с ярко выраженным лиственным узором, в модном рыжем цвете, сам шарм и обаяние. Посмотрите внимательно, какие красивые, выразительные у нас листочки по центру идут. Такой шикарный мотив с лиственным узором. Посмотрите, я нарисовала схему. Вы знаете, с двух сторон идет узор путанка, и вот эти лиственные, центральный вот этот мотив, он очень хорошо подойдет на любой возраст и на любой размер, девочки. Очень красивый джемпер. Я считаю, что в любом возрасте вы будете очень хорошо смотреться. Это очень красивый джемпер, очень красивый узор. Просто, я не знаю, к весне прям надо обязательно такой связать. К тому же у этого джемпера пряжа можно использовать с люрексом. То есть, смотрите, если обратите внимание, здесь очень сильно заметны вот эти блестящие такие моменты в пряже. Я сегодня буду вязать пряжу с шелком вискозным, поэтому она тоже будет иметь характерный блеск, и это будет тоже очень эффектно и красиво смотреться. Так, значит, в сегодняшнем видеопроекте мы с вами рассмотрим по спинке такой же узор. Будем составлять описание для размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52. Вот. И у нас идет классический вариант. Я буду делать классический вариант рукав с окатом. Видите, здесь очень хорошо это видно, да? У нас будет чистая классика с высоким воротом. Это на любителя. Вы можете сделать обычную планку на сантиметр на 3 всего, да, или вот такую высокую планку, как свитер. Стилистически и так будет хорошо смотреться. Я считаю, что, в общем-то, это очень красиво. К весне обязательно будем вязать. Давайте сейчас с вами посмотрим выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого джемпера я предлагаю пряжу Yarnal Circle Royal. Пряжа турецкого производства, очень хорошо из нее вязать, у нее шикарный состав, 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса, в 50 грамм 140 метров. Спицы мы будем использовать 3,5. Вот таким образом у нас выглядит с вами наш узор центральный, а с двух сторон этот узор на нашей модели он окружен путанкой. Как вязать путанку, я тоже схему нарисую, девочки, кто не знает. Но я думаю, что этот узор самый легкий и простой среди вязальщиц. Да? Итак, у нас с вами вот такие большие шикарные листья. Если они будут у нас с двух сторон в окружении лицевой глади, вот в данном случае путанки, то они будут более расправлены, да, то есть тут у нас чисто связан мотив этот, поэтому вот так это все смотрится, здесь немного присборено, да, пусть вас и здесь тоже не пугается, представьте, что здесь вязаное полотно, и все будет красиво и смотреться, посмотрите на модель. Схему я нарисовала, очень легко вяжется этот узор, очень логично вяжется, я могу его порекомендовать даже девочкам, которые, маленький опыт еще в вязании имеют. Вот. Поэтому, девочки, свяжите этот узор без проблем. Очень легкий узор, честно вам говорю. Честно. Так, ну а сейчас давайте я вам покажу пряжу, которую я всегда предлагаю в качестве альтернативной. Смотрите, значит, из пряжи, которая такая средней степени тяжести, скажем так, ценовой категории,
Это пряжа Bambino Luxe Wool. Это фирма Этрофил по лицензии Италии. И у нее очень хороший состав. Смотрите, 60% шерсть мериноса, 40 акрил. В 50 грамм, 160 метров по толщине. Это ниточка абсолютно такой же толщины, как вот эта, которую я вязала. Вот. Она немножко пушится. Очень нежная, очень мягкая, шикарная очень пряжа. Прекрасно будет смотреться в изделии. И она довольно-таки такая, знаете, не самый дорогой ценовой сегмент, я бы так сказала. Средний такой. По качеству, по цене оптимальный вариант. Из пряжи, которая была бы русская и хорошего качества, я бы порекомендовала вам пряжу Comtex фирмы Comtex. Называется пряжа белорусская. Это полушерстяная пряжа, 50% шерсть, 50% акрил. И у нас в 100 грамм 300 метров. Тоже попадете в плотность. В общем, тоже спицами 3,5 рекомендую вязать эту пряжу. Смотрите, тоже какая ниточка. Они очень похожи по толщине с той, из которой вязала я. Да? Видите, вот та, из которой вязала я, она такой имеет характерный шелковистый блеск. Немного у нее, знаете, такой меланжевый эффект, я бы сказала, тогда вы видите такие вкрапления какие-то белесые. Это очень эффектно, красиво смотрится. Так, и так, это что у нас? Это то же самое. Это такая же пряжа, только другого цвета. Вот. Ну, то же самое, только вот смотрите, в темном цвете она вот так смотрится, тоже с такими беленькими, симпатичными, пушистенькими волокнами. Так, и пряжа, которая мне тоже очень нравится, я ее тоже всегда рекомендую, пряжа Yarn Art Merino Deluxe 50. Пряжа у нас в 100 грамм 280 метров, то есть она по толщине подойдет к нашей, с которой мы вязали. 49% у нее шерсть, 51% акрил. Пряжа турецкая, очень мягкая, шикарная, хорошо смотрится, хорошо себя ведет в носке. Шикарная пряжа, девочки. Вот такой вот вариант, вот такие варианты можно рассмотреть. Конечно, вы можете связать из какой-то люксовой пряжи или из более дешевой пряжи. Ну, в общем-то, вот что я могу, я вам рекомендую. Хотела бы уточнить, что пряжа, которая у нас используется для вязания оригинального джемпера, это пряжа с люрексом. Если вы обратите внимание, там есть такие на фотографии блесточки, поэтому могу вам предложить в качестве альтернативы пряжу Alize Angora Gold Single. Вот такая она у нас с люрексом, ниточка тоненькая очень, видите, 100 грамм 500 метров, 75 акрил процентов и остальное шерсть. Но еще вот эти вот, то, что дает металлик, блеск, да, видите, ниточка довольно тонкая, она пушистая, на спицах 3,5 будет хорошо смотреться. Прежде чем приступать, конечно, нужно попробовать связать образец. Я думаю, что в плотность вы попадете, если возьмете такие же спицы, как и я, 3,5. Вот, а так пряжа шикарная. Пушистая, мягкая, нежная, не будет колоться, очень приятная и красивая будет оригинальный нарядный вариант джемпера. Так, ну а нас, конечно, прежде всего интересует схема узора, которую мы будем сегодня вязать, и я вам сейчас ее показываю. Я ее рисовала от руки, как всегда. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. На 39 петлях располагается у нас вот этот шикарный лиственный мотив, и 16 рядов в высоту занимает раппорт. У нас с вами будут очень простые условные обозначения, я часто их применяю. Здесь у нас все петли лицевые получаются, на фоне лицевой глади вяжется этот мотив. Кружочек — это накид, а вот эти треугольнички равнобедренные — это 3 вместе, 3 вместе одной лицевой. Вот здесь у нас идут с наклоном
вправо, а здесь идут с наклоном влево. Узор такой большой, что не уместился, девочки. Я вот специально приблизила вам картиночку. Вот этот треугольничек не равнобедренный, а прямоугольный. Это 2 вместе. Обратите внимание, в первом ряду мы вяжем 2 вместе лицевой, а затем по 3 петли вместе. Так, мы с вами свяжем этот узор, он очень простой. Я бы даже могла бы порекомендовать его для начинающих девочек-мастериц. Наверное, проще картинку этого узора выложить в сообщество, да, для вашего удобства, для вашего пользования. Потому что если вы сейчас сделаете скрин экрана, то не факт, что что-то там можно будет разглядеть. Так, дальше давайте посмотрим выкройка у нас с вами. Вот такая выкройка. Здесь не все размеры. Даже вот здесь вот ширину я поменяла, очень большая ширина, не нужна нам такая ширина у рукава. Так, и все детальные вот эти размерчики, все расчеты мы будем с вами, озвучу я, будем говорить, беседовать в конце видео, когда уже свяжем образец, у нас будет уже на руках плотность горизонтальная, вертикальная, мы с вами ее вместе будем, я расскажу вам принцип ее расчета. Мы сделаем влажную тепловую обработку образца. И вот такое у нас будет с вами описание. Я всегда его составляю, выкладываю под видео, девочки. Вот такое описание на несколько размеров, которые я уже выше озвучивала. Сейчас не буду повторяться, чтобы не занимать лишнее видео, да. Так, и вся последовательность нашего вязания именно здесь и есть. В расчетах она, как скос рукава формировать, как оформить вырез горловины, да, как у нас пройму закрытие красивое сделать. Все здесь описано. Все очень подробно. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца набираем 41 петлю. Это 39 петель раппорт, сам мотив ширина и 2 кромочные. И начинаем вязать с вами первый ряд. Следующим образом вяжем. Кромочную я всегда снимаю, далее вяжем лицевые, 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Затем вяжем 2 вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. Накид, 3 лицевые по центру, накид, снова 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 14 лицевых осталось опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Связали первый ряд. Все четные ряды у нас являются изнаночными рядами, и мы будем вязать изнаночную сторону, все петли изнаночные, в том числе накиды. Вяжем третий ряд. Следующим образом. Кромочную снимаем, вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее следующие 3 петли мы будем делать с вами, вязать одной петлей с наклоном вправо. Для этого я 3 петли снимаю на правую спицу. Первые 2 петли за работой, 3 петля на них накидывается, и 3 петли мы вяжем одной лицевой. Если вы вяжете классические петли, то это вяжется еще проще. Просто вяжете, просто вам удобнее. Я бабушкины петли и показываю, как я это делаю. Затем вяжем 3 лицевые, делаем накид, лицевая, накид, центральная лицевая, накид, лицевая, накид. Вот таким образом связали. И делаем лицевые, вяжем 1, 2, 3 лицевые, 3 вместе одной лицевой с наклоном влево
И далее продолжаются лицевые до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кромочная, изнаночная. Связали третий ряд. Переворачиваем и четвертый ряд вяжем все петли изнаночные. Пятый ряд вяжем. У нас снова с вами лицевые начинаются. Ряд с лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых. Далее 3 вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Далее идут 1, 2, 3, 4 лицевые. Делаем накид, лицевая, накид, 3 лицевые по центру, снова накид, лицевая, накид, далее опять 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. И до конца ряда лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кромочная, изнаночная. Связали пятый ряд. Шестой ряд вяжем все петли изнаночные. Вяжем седьмой ряд. Лицевые петли. Кромочную сняли, лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. И далее 3 вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Связали. Далее мы вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид. По центру 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид. И далее опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево вяжем. Отлично. И остались лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раппорт связан, кромочная, изнаночная. Восьмой ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 9 ряд следующим образом. Кромочную сняли, лицевые петли вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее 3 вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Далее опять лицевые вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, лицевая, накид, по центру вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, лицевая, накид. Далее опять 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Остались 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочная, изнаночная. Связали 9 ряд, переворачиваем и 10 ряд, вяжем все петли изнаночные. 11 ряд вяжем следующим образом. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Затем лицевые петли вяжем, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, лицевая, накид. И по центру вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Опять накид, лицевая, накид. И далее опять лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 вместе одной лицевой с наклоном влево. И 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочная, изнаночная. 12 ряд вяжем все петли изнаночные. 13 ряд узора. Вяжем кромочная, 2 лицевые, 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Далее вяжем лицевые петли. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, накид, лицевая, накид. По центру тоже лицевые петли вяжем. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид, лицевая, накид. Далее лицевые опять считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. 3 вместе одной лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и кромочная, изнаночная. Связали 13 ряд, 14 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 15 ряд. Кромочную сняли, 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Меняем местами. 3 петля на первые 2 накидывается, вяжем 3 вместе одной лицевой. Это я бабушкин способ, да? Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых, накид, лицевая, накид. Затем опять лицевые по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Делаем накид, лицевая, снова накид. И далее опять лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 лицевых и 3 вместе одной лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. 16 ряд вяжем, как смотрят петли, накиды изнаночные провязываем. На этом раппорт заканчивается. Повтор идет, девочки, с первого ряда. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Отдаем наш образец. Он становится податливый, да, такой пластичный. И давайте его потянем. Выпрямляем с двух сторон горячим паром. Края очень хорошо надо выровнять. Точно так же делаем со вторым краем самостоятельно. Наш образец высох, и мы смотрим, вот что получается у нас в расправленном виде. Но вот эти спицы, если еще убрать, то будет более интересно смотреться. Так, наша задача сейчас с вами сделать замер горизонтальной плотности, потому что на этом узоре вертикальную плотность замерять, наверное, не стоит. Это нужно сделать для узора путанка. Отдельный образец связать для узора путанки, девочки. Так, ну а мы сейчас с вами давайте все-таки узнаем. Эта коса у нас будет по центру. Мы сейчас потом посчитаем среднюю плотность.
У меня 17 сантиметров ширина нашего мотива. Берем счетную машинку и считаем. 41 петля у нас участвует. Делим на 17 сантиметров, 2,4. То есть у нас в 1 сантиметре при вязании этого мотива в 1 сантиметре 2,4 петель умещается. Так, буквально вчера я делала из точно такой же пряжи, только другого цвета. Вязала тоже образец. У меня получалось для простой лицевой глади в 1 сантиметре 2 петли, девочки. Это просто лицевая гладь, если. И получается, что мы можем посчитать с вами среднюю плотность вязания. Мы для этого возьмем с вами 2,4 плюс 2. Да? Это будет 4,5, делим на 2. Получается средняя плотность 2,2. Я напишу средняя плотность 2,2 петли. А при вязании лицевой гладью вертикальная плотность, я уже знаю у этой пряжи с этими спицами, в 1 сантиметре 2,35 ряда получается плотность для простого лицевого вязания. То есть вот эти цифры мы сейчас будем с вами использовать в расчете. Для расчета мы будем использовать вот такую выкройку, девочки. Значит, у нас с вами будут рассматриваться размеры российские 42, 44, 46, 48, 50, 52. Для перехода к европейским размерам из этих цифр вычитаем число 6. Получается европейский размер. Значит, ширина спинки перед у нас одинаковая. Для первого размера 49 сантиметров, второй размер 54 сантиметра, третий размер 59 сантиметров. Значит, снизу вверх мы вяжем все детали, затем все сшивается. Попетельно считаем, значит, ширину, умножаем на нашу плотность, мы ее с вами посчитали. Вот она у нас такая средняя, 2,2, да? И получаем число 107. Второй размер 54 умножаем на 2 и 2 плотность по горизонтали, будет 119. И третий размер 129 петель. Распределяем наши петельки следующим образом. Смотрим сюда. Я схематично изобразила, как у нас петли располагаются. Значит, первый размер, по центру идет наш мотив на 39 петлях, из двух сторон идет путанка на 33 петлях, то есть 33 справа, 33 слева, ну и соответственно кромочная справа, кромочная слева. Для второго размера также по центру мотив на 39 петлях, но с двух сторон у нас, значит, путанка на 39 петлях, справа и слева. Для третьего размера также мотив 39 петель по центру, только с двух сторон путанка на 44 петлях справа и слева. Не забываем про кромочные. И в сумме это вот эти петли, как я вам сейчас назвала, 107, 119, 129. Начинаем мы с резинки 1 на 1, вяжем обе детали, и перед, и спинку, на высоту 7 сантиметров, спицами номер 3, а затем переходим для вязания узора на спицы номер 3,5. Длину изделия я взяла для первого размера 60 сантиметров, для второго 61,5, для третьего 62,5 сантиметра. Вот. Значит, у нас с вами классический вариант, то есть у нас будет с вами окат, пройма. Мы будем формировать пройму глубиной, значит, первый размер 5 сантиметров. И там далее увеличивается. По одной петле я увеличивала в зависимости от размера. То есть 10 петель мы берем на первый размер, 11 на второй, 12 петель на третий размер с двух сторон. Как вот это красиво скруглить, я описываю в описании под видео. Читайте там внимательно. Так. На какой высоте мы начинаем формировать пройму, тоже есть в описании. Там все детально расписано. Здесь я вам общие такие сейчас понятия. Значит, высота проймы у нас будет первый размер 20 сантиметров, второй 21,5, третий 22,5 сантиметра. Так, на вырез горловины
При ширине 20 сантиметров первый размер, и далее я прибавляю по 2 петли на каждый размер, то есть по сантиметру в среднем, да, получается, берется нечетное число, поскольку у нас с вами в наборе тоже нечетные числа, чтобы на плечо пришлось равное количество петель, да. Смотрите, 43 первый размер, 45 петель второй размер, 47 петель третий размер. По спинке у нас глубина будет всего 2 сантиметра, по переду 8 сантиметров глубина выреза горловины. На какой высоте мы формируем вырез горловины, тоже я подробно рассказываю в описании под видео. Читайте там, девочки. Любой вертикальный размер обязательно с помощью вертикальной плотности переводите в ряды. То есть, смотрите, вот у меня от нижней планки до проймы стоит размер 33 сантиметра. Надо 33 умножить на нашу плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2,35 ряда. Это мы с вами посчитали, да? Так, и получается ряды. Получится число в рядах. Когда будете вязать, обязательно считайте ряды, но ни в коем случае не надо измерять сантиметрами ничего. Мы специально этот коэффициент плотности высчитали для того, чтобы предотвратить такое неприятное явление, что после стирки изделие, как правило, вытягивается. Любой трикотаж вытягивается. Многие грешат на пряжу, но дело не в пряже, а дело в неправильной технологии вязания. Применяйте вертикальную плотность. Мы ее специально закладываем. То есть мы сантиметры умножаем на эту плотность и получаем ряды, девочки. Вяжем, считаем ряды. Ряды очень легко считать раппортами, например, да? Вот вам, пожалуйста, подсказка. То есть не просто сидеть там, считать ряды, да, а считаем один раппорт, там 16 рядов раз, 16 рядов 2, 16 рядов 3. То есть это проще. Давайте перейдем к рукаву. У рукава, значит, также начинаем с нижней планки, резинка 1 на 1, на спицах тоже номер 3. Вяжем на высоту 7 сантиметров. В последнем изнаночном ряду добавляем петли на все размеры до 65 петель. И на спицах 3,5 вяжем узор. По центру у нас также будет наш мотив. На 39 петлях наш ажурный лист. И с двух сторон по 7 петель путанка. И, конечно же, у нас будет кромочная справа и кромочная слева. И затем будем сразу же приступать к формированию скоса рукава. Значит, для того, чтобы посчитать скос, конечно же, надо определить, сколько петель у нас в самой широкой части будет. То есть мы планируем, да, какая у нас будет ширина рукава. Для этого мы нашу ширину, вот у меня 19,5 сантиметров, это половинчатый размер, умножаем на 2, умножаем на плотность по горизонтали 2,2 и получаю я нечетное число 85 петель. Для второго размера у меня получилось 89 петель, для третьего 93 петли. Значит, ширина у меня была для второго размера 20,5 сантиметров, для третьего 21,5 сантиметр. И получились вот такие петельки. Теперь мы из 85 отнимаем 65 петель, которые у нас с вами внизу. Получается, устно считаем 20 петель, да? У нас с вами 2 скоса. Мы делим на 2, на каждый скос придется по 10 петель. Вот. Для второго размера у нас будет таким же образом по 12 петель с двух сторон прибавляться. И для третьего размера 14 петель. Как их распределить, эти прибавки, равномерно? Часто возникает вопрос у начинающих мастериц. Сейчас я вам скажу. Значит, для этого нам необходимо с вами определить вот этот параметр. Значит, от нижней планки до начала оката нам надо в сантиметре измерить. Если моя длина рукава, сейчас рассказываю для примера, у вас эта мерка должна быть индивидуальной. Итак, я беру длину рукава 60 сантиметров и вычитаю нижнюю планку, и вычитаю окат рукава, и у меня получается 39,5 сантиметров.
я умножаю это число на вертикальную плотность, которую мы с вами считали. 2,35 ряда. И получается 92 ряда. Это именно то, о чем я говорила. Коэффициент плотности по вертикали. И теперь эти 92 ряда можно устно поделить на 10, да, и получится, что прибавочка у нас будет в каждом 9-м ряду. По одной петле справа и слева одновременно это делается. Такие прибавки. Также я считала для второго размера. 92 я делила на 12 петель. У меня получилось в каждом 7-м ряду. И, значит, делить, если 92 на 14 петель, в каждом 6-м ряду прибавки идут. Вот таким образом рассчитывается скос рукава. Подходим к окату. Высота оката 13,5 сантиметров. Мы с вами начинаем вязать окат по выкройке в натуральную величину. Эту выкройку легко сделать самой. Меня так учили, я так училась, девочки, формировать окат очень легко по выкройке в натуральную величину. Она многоразовая, вы ее можете потом для классического варианта вязания применять и в других каких-то изделиях. Там, для кардигана, жакета и так далее. Да? То есть вот эта ширина обычно, она неизменная. Да? И высота тоже берется средняя для женской модели. 13,5, там около 15 бывает. Бывает 12 сантиметров. Ну вот 13,5 в самый раз. Вот высоту. И закрытие будет очень легко регулировать. Каким образом? Вы берете свое полотно, вот у вас сейчас, допустим, на примере первого размера 85 петель, да? Вы прикладываете к выкройке, она должна у вас совпать по ширине, то есть вы делаете только вот эту часть выкройки, но можно немножко вот так спуститься, да, то есть вот отсюда как-то, да, но прикладывайте вот этими точками свое полотно и выкройку, вот, и смотрите, так. Сейчас вот нам надо, допустим, закрыть там 5 петель, да. Так, вот уже одну петельку. В каждом втором ряду я это делала. Обычно на лицо прикладывала и смотрела. Так, одна петелька, ага. А вот здесь уже более круто, значит, нам надо сделать уже 2 петельки закрыть. То есть вот таким образом. Есть второй путь. Это теоретический расчет. Это тоже можно с помощью теории рассчитать, тоже несложно. У меня есть ссылка на статью по расчету оката рукава под видео. Там же, где будет у нас наша инструкция по вязанию, там же будет ссылочка на эту статью. Можете ознакомиться, почитать. Если у вас достаточный опыт, то вот эти мои объяснения вам вообще не нужны. Я сейчас вяжу, девочки, окаты уже по наитию. Я уже знаю, что в первой части у нас идет закрытие так же, как у проймы. Потом идет крутое закрытие, то есть такая крутизна такая идет по одной петле в каждом втором ряду, потом по 2 петли, и вот у самой пологой части, у самого конца уже оката мы закрываем по 3 петли, и затем у нас где-то около 15 петель закрывается одним махом посередине, средние. Все. На этом обычно окат сформирован. Все. Вот все, что я хотела вам донести. Все более подробно и детально читайте в инструкции под видео, девочки. Еще раз повторяю, кто не знает, где находится эта инструкция, загляните под видео, перевернутый треугольничек. Вот такая галочка у вас будет стоять. Пожалуйста, нажмите на нее, у вас откроется вкладка под видео, большая вкладка. Там много текста будет. Вот это все напечатано будет. Поэтому я думаю, что вы справа внизу под видео. Так, разберетесь, да? А сейчас, мои хорошие, до новых встреч. Желаю вам удачи.